Сегодня мы разберем 340-ю главу манги Черного Клевера, где начнется полноценная тренировка Асты по освоению манипуляции жизненной энергии, а также сравнят уровень силы и возможностей Астерикса против истинного мастерства техники Ки Ичики. Но новая глава на этом не перестает нас удивлять, ведь вместе с ней нам стали известны подробности анонса полнометражного фильма по Черному Клеверу. Дата выхода, название, ключевой кадр, новый персонаж Конрад, предыдущий король магов королевства Клевер. И все это вы сможете узнать вот в этом коротком ролике, дабы не занимать хронометраж в разборе данной главы. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на связи 340-я глава манги Черного Клевера. Переводил я ее сами, так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Прочесть вы ее сможете по ссылке в описании, как только я закончу ее обработку. Немного попрактиковавшись, Аста более-менее научился фокусировать свое внимание на жизненной энергии и смог изрядно так потрепать бамбук антимагическими ударами. Такое быстрое изучение основ поразило жителей страны Солнца. Раз уж он смог разобраться с этим этапом, Рюда предлагал парнишке перейти на базовый уровень техники. Ведь самое главное в Зетене — это уверенная возможность воссоздать этот навык в любой момент, когда это потребуется. Но для этого Асте нужно будет научиться чувствовать энергию и освоить возможность концентрироваться в совершенно разных, непредвиденных и зачастую неудобных для фокусировки ситуациях. Ну а самый быстрый и эффективный способ познать это чувство будет настоящий бой с мастером данной техники. Именно поэтому Руя предлагает Асте сойтись в поединке с Ичикой. Так он на примере сможет увидеть использование жизненной энергии в сражениях, а также познает разницу в их уровнях, получив тем самым стимул двигаться дальше. Хотя, как мне кажется, желание спасти дорогих себе людей и товарищей уже должно быть достаточно, но дополнительная мотивация тоже неплохо. Однако перед ознакомлением сути тренировки предлагаю сначала уделить небольшую минутку спонсору ролика. Анизон – проект для просмотра ваших любимых аниме. Сайт оснащен интуитивно понятным интерфейсом, а благодаря фильтру вы сможете быстро отсортировать аниме по жанрам и ознакомиться с каким-то новым тайтлом. Присутствует также и система рейтингов, которая покажет вам лояльность аудитории к выбранному аниме. Ну а во вкладке расписания вы сможете быстро и удобно узнать дату выхода желаемого ангоинга. Смотреть тайтлы вы сможете в HD качестве, при том, что с той озвучкой, которая вам больше всего нравится. А еще пользователям доступны собственные списки для сохранения тайтла в определенные вкладки. Анизон. Смотри аниме просто и бесплатно. Изначально Аста был немного взволнован. Это настоящий бой с младшей сестрой капитана Ями, девушкой, которая состоит в 7 драконах. В торговом квартале ему уже выдалась возможность увидеть мощь своего оппонента, но что-то подсказывало ему, что Ичика сражалась там далеко не на полную силу. И раз такое дело, решительно настроившись, он входит в режим единения с дьяволом. Фумита уже знал откуда-то о антимагии, может от Рюда или сам столкнулся с ней, когда лечил чужеземца, ведь он знал, что эта сила единственное, что препятствует, как он сказал, любому простому юдзюцу. Но в любом случае он был впечатлен увидеть применение покрытия антимагии тела собственными глазами. Ичика была также впечатлена, лицезрев образ чужеземца, когда он действительно настроен решительно. Но перед самим сражением она предупредила, что здесь все же будет соблюдаться некая дисциплина, однако бой от этого не будет считаться каким-то игрушечным. Нет, все будет по-настоящему. И если он не будет воспринимать все всерьез, тогда она вполне может и убить его. После чего, входя в концентрацию, Ичика моментально наносит первый удар своему оппоненту, выбивая его прямо в рощу бамбука. Аста хоть и успел сгруппироваться и заблокировать удар, но он говорит, что перенести его было очень тяжело. Несмотря на то, что антимагия понемногу уменьшала ее Йороку. И пока она направлялась в его сторону, Астер пытается контратаковать
атаковать, нанося рассекающий удар катаной. Однако Ичика мало того, что смогла увернуться, чем безусловно поразило паренька, в момент удара она среагировала и прошла прямо под траекторией движения лезвия катаны, уходя за спину противника, выбрав для себя тактически лучшее положение. Попутно Ичика также находила время, чтобы рассказать ученику о происхождении техники ZTN, которая получила свое название в честь имени ее создателя. Судя по легенде, этот человек одним ударом смог выпустить заклинание такой силы, что оно раскололо небеса надвое. После чего, подобравшись к противнику с нижнего положения, одним ударом она отправляет Асту в полет. И хоть эту атаку он также успел заблокировать, но сила была настолько огромна, что его выбросило за пределы кроны бамбука, а это как минимум больше 11 метров. Затем, сделав рывок и настигнув своего оппонента, Ичика проводит вторую практическую лекцию, говоря, что она максимизирует свою атаку в момент открытия ZTN, после чего Ичига наносит стремительный удар, который срубает внушительную по площади бамбуковую рощу. И хоть Аста попытался заблокировать ее высвобождение ZTN, но надвигающаяся мощь была настолько сокрушительная, что просто выбила у него из рук оружие. Раз уж противнику больше нечем было защищаться, младшая сестра Ями наносит финальный сокрушительный удар, нокаутирующий Асту. Не ну, ребятки, и вот это называется первый тренировочный бой? Ичика, наверное, всю свою злость вылила на него за то, что чужеземец смог тогда с первой попытки повторить технику ZT, на сотворение которой способны в лучшем случае лишь члены 7 драконов, но не первый попавшийся человек, даже если брать людей со стороны восходящего солнца. Этим поединком Ичика мало того, что смогла выплеснуть на нем свою ярость, так и еще показать, насколько огромна у них разница в опыте и мастерстве использования жизненной энергии. Однако вы не поверите, будучи в тяжелом состоянии после полученного удара, явно говоря, что его сознание сейчас было туманно, Аста поднимается на ноги и просит далее продолжить их тренировку, ведь он хочет узнать больше о технике, которую она использовала. Вот только Ичика это ничуть не понравилось, даже можно сказать сильно взбесило, и она решает добить паренька, вырубив его одним ударом по голове, вогнав в холодный пот Микурию и Рюда, который, впрочем, и настаивал на их поединке, но даже ему это показалось уже слишком. Хотя для Ичика все было в порядке вещей, наоборот, она подумала, что это будет уместным, раз уж бой у них был настоящим. Хоть все, конечно, не ожидали такого поступка от сестры Ями, Рюда все же пытался немного смягчить ее отношение к этому мальчику, говоря, что немногие даже в этой стране смогли бы выдержать ее коронный удар, но этот пацан с трудом, но все-таки смог подняться на ноги, а значит, у него действительно есть потенциал, который стоит развивать. Что же, вот и первая жестокая тренировка. Астер хоть и пытался драться всерьез, но он ничего не смог противопоставить мастерству Ичики. У него даже времени не было использовать ZTN, почти все время он вынужден был защищаться. Однако этот бой четко даст понять пареньку, то, что он смог повторить ZTN в обычном состоянии, не говорит, что ему удастся использовать эту силу в бою. Нужно больше изучать техники Ки и практиковаться, ибо результат сейчас очевиден. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр и всем пока-пока.